90% проблем с загородным домом начинаются с фундамента. Многие недобросовестные строители пользуются тем, что наши клиенты не знают, какой фундамент правильно выбрать. Свайный, ленточный, или монолитную плиту, или какие-то другие новые виды фундаментов. В этой серии я расскажу вам, как правильно выбрать фундамент для вашего дома, как правильно его сделать и что сделать, чтобы вас не обманули на этом этапе строительства. Друзья, всем привет! С вами Святослав Громов. Я занимаюсь загородной недвижимостью, загородным строительством. И сегодня в этой серии я вам покажу, как на реальном объекте происходит заливка монолитной плиты и что нужно проверить для того, чтобы ваш фундамент служил вам в вечность. Итак, давайте я расскажу, с чего начинается строительство загородного дома. Дома, который прослужит вам долгие годы. Первый этап, мы его называем нулевой этап. Это проектно-изыскательные работы. Первое, что мы начинаем, когда приходим на новый участок. Мы делаем геодезию этого участка. То есть мы снимаем, ставим границы этого участка. Далее мы снимаем рельеф участка, снимаем деревья. В данном случае на нашем участке было очень много деревьев. В пятне застройки росло порядка 10 разных деревьев. Это были березы, кустарники. Нам нужно было понять, куда мы сажаем дом, какие деревья нам надо убрать, какие деревья мы можем сохранить. Вы можете видеть, что некоторые деревья стоят в непосредственной близости к пятну застройки. Например, вот это дерево, мы за него боролись, чтобы его сохранить, потому что здесь дальше идет терраса. Вот эти два дерева, это вообще будет фишка этого дома. Они будут расти из будущей террасы. Для того, чтобы сделать более щадящее основание фундамента для террасы, мы поменяли ленточный фундамент для террасы на фундамент из завинчивающихся металлических свай. Мы будем использовать в данном случае оцинкованные сваи, чтобы они прослужили максимально долго в этом месте. Дальше приезжают геологи. Геологи делают несколько скважин в пятне застройки. В данном случае мы сделали 2 скважины по 8 метров и увидели, какой состав грунтов у нас будет в пятне застройки. Они рисуют определенный график и дают нам рекомендации, какой тип фундамента можно применить для данного дома. Дом у нас будет построен из керамического блока с монолитным перекрытием, с кровлей скатной, поэтому под этот вес дома рассчитывается индивидуально и фундамент. Проектно-изыскательные работы готовы, мы можем начинать. Составили смету, заключили договор, получили авансирование. Что мы делаем первым делом? Мы заказываем технику. В данном случае здесь работал экскаватор, который снимал плодородный слой. Нам очень повезло. Сразу же под плодородным слоем был песок. Хороший, плотный песок, без всяких примесей. Этот песок является нашим основанием, на которое дальше уже укладывается пирог нашего фундамента. Сверху подготовленного под будущее строительство основания мы застилаем геотекстиль, на который потом принимаем песок. Песок послойно трамбуем. Здесь у нас была тяжелая трамбовка 200-килограммовая. Выходим песком на нужную отметку. Про отметки я еще вам позже скажу, потому что нам очень повезло, что в этом поселке есть все отметки. У нас еще нет дороги, но уже есть отметка, на которой эта дорога будет. В большинстве поселков Ленинградской области полный бардак. Нет дорог, нет отметок, из чего они будут непонятно, что туда насыпят, какое будет покрытие, то ли крошка, то ли асфальт, сколько будет денег у девелопера. Здесь же нам все понятно. Здесь будет асфальт, уже установлены дренажные люки, которые являются нашими отметками для того, чтобы понимать, где уровень дороги и как нам надо посадить дом относительно этой дороги. Чтобы, например, дом не оказался ниже дороги и к дому не стекали осадки с дороги. Да? Нам нужно сделать наоборот. Дорога чуть ниже крыльца дома. То есть от дороги до крыльца дома 5 метров. На 5 метрах мы делаем уклон 10 сантиметров. То есть делаем такой контур уклона от дома в сторону дороги, для того, чтобы все осадки сами собой стекали, не надо было приходить, чем-то это все вычерпывать. Все эти отметки нам дает еще раз геодез. То есть мы не можем сами как-то это померить. Да, мы вызываем еще раз специалиста, который делает все эти замеры и еще раз четко по координатам выставляет нам дом и его высотные отметки. Кстати, перед тем, как мы перешли ко второму этапу, очень интересно,
Кто из моих зрителей, строя себе дом, заморачивался на все эти проектные изыскания, вымерял все эти отметки? Как вы это делали? Напишите в комментариях, мне очень интересно. Итак, после того, как у нас готово песчаное основание, мы вышли на нужную отметку, закопали все коммуникации, о которых я сегодня еще расскажу. Мы стелим мембрану. Мембрана, которая является гидроизоляцией и основанием для того, чтобы заливать в пространство опалубки бетон. Мембрана крепится с нахлестром друг к другу и проклеивается между собой скотчем. То есть мы должны сделать надежное основание, в котором нет дыр, в которое не будет протекать молочко из нашего бетона, и бетон нормально наберет прочность. После установки мембраны мы изготавливаем на месте и закрепляем опалубку. Опалубка закрепляется строго с размерами проекта. Проверяются все диагонали. Проектировщики дают нам множество размеров, по которым мы можем проверить правильность, геометрию установки опалубки. Опалубка должна быть установлена не только ровно, но еще и крепко. Поэтому вот таких упоров вокруг фундамента мы делаем буквально через каждые 50-60 сантиметров, чтобы просто когда нагрузили бетоном фундаментную плиту, эта опалубка не развалилась в разные стороны. Очень часто бывает, когда безрукие строители крепят все просто вот на добром слове, это ломается, бетон вытекает, и, к сожалению, эту ситуацию уже никак не спасти. И ладно, если это где-то на заборе или даже на плите, но таких ситуаций множество, когда такие строители заливают, например, монолитное перекрытие. Ну, то есть где-то видели, но сами не умеют. Как-то поставили опалубку, как-то там что-то сделали, а дальше приезжает миксер, выгружает туда десятки тонн бетонной смеси, и все это падает. Вот это реальные проблемы. Надеюсь, у вас таких проблем не было и никогда не будет. Пойдем дальше, расскажу про коммуникацию. Теперь про устройство коммуникаций в фундаментной плите. Какие у нас есть вводы в фундаментную плиту? Многие клиенты, когда приходят, говорят: а канализация будет в вашей плите? А вода будет в вашей плите? Вот смотрите, ни к канализации, ни к воде фундаментная плита не подключается, но делаются закладные. То есть во всех точках, где по проекту расположены санузлы или мокрые точки, или где на втором этаже есть мокрые точки, они должны спуститься на первый этаж, если эти места не совпадают, мы в фундаментной плите должны предусмотреть выходы канализации. Выходы канализации, в данном случае их 7, они собираются в единую систему. И примерно вот в этом месте, где стоит вот эта вешка, выходит в песчаной подготовке, в земле выходит наш канализационный выход из-под плиты. Далее в этом месте будет установлена локальная канализация, подключена к этой трубе, и очищенный осветленный сток будет отправляться в дренажную систему поселка. Рассказываю, что же за загадочные такие макаронины торчат из нашей монолитной плиты. Это футляры или закладные для будущих коммуникаций: электричество и вода. Почему их две? Потому что в одну закладную мы можем ввести воду, которую будем тянуть единым куском от места подключения до самого дома. А во вторую мы можем эту воду обратно вывести. Например, если у нас будет потребность на участке установки, не знаю, там бассейна какого-то или баню кто-то захочет построить, то есть мы можем обратно из дома воду вывести. Уже подготовленную воду в котельной, например, прошедшую какую-то дополнительную очистку или другую подготовку, отправлять туда, куда нам нужно. Это что касается воды. Что касается вот этих 4 закладных, эти закладные для электричества. Опять, в одну электричество зашло, из другой оно может выйти и, например, дать питание нам на что-то, что есть на участке. Это могут быть ворота или другие какие-то потребители электричества. В третью мы заведем интернет-кабель. Четвертое пусть будет резервный. Вдруг появится какая-то необходимость соединить что-то на участке с чем-то в доме. Вот у нас будет запасная закладная. Таким образом, я вам сейчас рассказал про все необходимые вводы в нашу фундаментную плиту. Все остальное будет заводиться другим способом. Например, газ заходит в загородный дом через стену. Газовая труба выходит из земли и заходит в дом, в котельную. Уже в котельной она подключается к газовому котлу. Вот так вот
с газом. То есть для газа мы не делаем никаких закладных в фундаментной плите. Итак, сейчас я рассказал вам про тот случай, когда все по проекту. Когда мы в проекте предусмотрели все эти вводы, как они будут идти, на какой глубине, где их точка расположения. Но часто бывает, что дома строятся не по проекту. Я противник этого, моя компания называется даже «Дом по проекту», да, чтобы сразу же заявлять о том, что без проекта мы строить не будем. И вот в таких домах очень часто забывают про коммуникации. Что происходит дальше? Дальше под плитой делается подкоп, в плите делается отверстие, ну иногда просто дырка. И в этом подкопе что-то подпихивается под плиту. Понимаете, что под плитой грунт находится уплотненный, он уже на своем месте. Когда мы его оттуда выковыриваем и обратно его туда пытаемся как-то запихать и уплотнить, никогда мы не добьемся такого уплотнения. То есть в этом месте плита будет всегда, скажем так, висеть на неуплотненном основании. Вот это вот большая проблема строительства домов не по проекту. Итак, друзья, у меня к вам вопрос. Вокруг каждого хорошего фундамента мы можем встретить вот такие люки. Как вы думаете, для чего эти люки? Давайте я сразу расскажу, не буду вас томить. Это дренажные колодцы. Дренажные колодцы ставятся на углах поворота дренажной системы. Дренажная система, в свою очередь, устанавливается с определенными уклонами для того, чтобы вода, которая попадает в дренажную систему, самотеком стекала в нижнюю точку. А уже из нижней точки, в данном случае вот это наша нижняя точка, дренажная вода попадала в дренажную систему поселка. То есть нам здесь осталось соединить дренажный наш нижний колодец с дренажным люком поселка. Так, смотрите, дренажная система, которая установлена вокруг фундамента, собирает избытки воды, которые находятся в грунте, которые поступают на грунт вместе с дождем или снегом. Они эту воду, дренажная система эту воду в себя подсасывает. Там есть такая специальная дренажная труба перфорированная, вокруг нее конверт со щебнем, да, и укутано это все геотекстилем. Вот водичка туда попадает и в дренажную систему, так как она пустая, стремится. Дальше она стекает в нижнюю точку и из нижней точки попадает в дренажный колодец. Так зачем нужна такая система? Для того, чтобы наш котлован, который мы выкопали под фундаментную плиту, не стал бассейном с водой. Бывают разные случаи. Бывает, что чистый песочек и дренирование хорошее. Бывает чистый песочек, но уровень грунтовых вод высокий. Бывает, сделали котлован, а там глина. А глина это что? Глина это замок для воды. То есть таким образом, даже если мы заполним этот котлован песком, вода будет стремиться попасть в этот котлован, и песок будет там просто находиться, как болото мы сделаем такое. Поэтому делается дренажная система, и избытки воды не поступают под фундаментную плиту, они сливаются в систему какую-то. Это может быть канава, и в данном случае это закрытая дренажная система в поселке, потому что мы находимся в поселке элитном, поселок бизнес-класса, в котором все коммуникации скрытые. Здесь не висят провода, здесь нет канав, здесь все организовано и вся инженерия устроена скрытым способом. Здесь будут тротуары, асфальтовые дороги, освещение даже будет. Друзья, вот в таком классном поселке мы строим этот дом. Кстати, если вам интересно, чтобы я сделал обзор этого коттеджного поселка премиального сегмента, в котором будут свои водные каналы, по которым можно перемещаться на собственной лодке, участки с видовыми характеристиками, стоящие на берегу этих каналов, скрытые системы, асфальтовые дороги, километры велодорожек, освещение, лодочная станция, несколько мостов через эти каналы. Если все это вам интересно увидеть на моем YouTube-канале, поставьте лайк, пожалуйста, под этим видео, поделитесь ими и напишите какой-нибудь маленький комментарий. Свят, пожалуйста, расскажи нам про этот поселок. Итак, следующий этап монтажа монолитной плиты – армирование. В данном случае у нас две сетки арматуры, ячейка 200 на 200, нижняя сетка 12 арматура, верхняя сетка 12 арматура. Толщина плиты 300 мм. Чтобы нижняя арматура не лежала на земле, мы используем такие специальные стульчики. Стульчики, которые дают нам дистанцию между нашей гидроизоляцией и первой сеткой армирования. То есть это называется защитный слой бетона снизу. Он должен быть
правильно выставлен, так, чтобы работала арматура, чтобы она находилась в теле бетона, нигде не вылезала из него. Такой же слой защитного бетона есть и сверху, и сбоку. Эти слои могут отличаться по своей толщине, но их суть такая, чтобы арматура находилась внутри бетонной смеси, и когда все это, значит, примет свою прочность, чтобы все это правильно работало. Арматура имеет сетку размеры 200 на 200. Завязывается она специальной вот такой вязальной проволокой. Делается это в нашем случае вручную, хотя я знаю, что есть машинки, но рабочие не любят машинки, они вот привыкли руками вязать, и им так быстро. Они это делают настолько быстро, на самом деле, что, наверное, машинка просто придумана для каких-то, может быть, других масштабов. Знаете, когда у тебя эта плита там не 120 квадратных метров, а там 1000 квадратных метров, и просто можно мозоль натереть на пальце. А так ребята быстро завязывают с помощью вот такой вязальной проволоки между собой арматурный каркас связывают. Для того, чтобы между арматурными каркасами нижним и верхним мы тоже держали правильную дистанцию, мы также из арматуры толщиной 6 мм делаем такие специальные лягушки. Я вам сейчас покажу, как это выглядит, и покажу, на каком оборудовании прямо на объекте, прямо на месте мы изготавливаем эти лягушки. Это все, что касается армирования монолитной плиты. А теперь, друзья, напишите в комментариях, что все-таки находится у меня в руках. Я вам дам подсказку. Он вибрирует, и он нужен для того, чтобы правильно уложить бетонную смесь в нашу монолитную плиту. И вот еще два слова про вот эти вот выпуски. Такие мощные выпуски из 16-й арматуры, завязанные. Для чего они нужны? Их в нашем доме 3. И на этом месте будут монолитные колонны. Монолитные колонны, которые будут переходить в монолитные балки и принимать на себя тем самым часть нагрузки. Потому что здесь у нас будет огромный такой проем, здесь будет портальная система стоять алюминиевая. И вот для того, чтобы перекрытие сверху не прогибалось, мы опираем этот проем на 2 монолитные колонны, и сверху будет монолитная балка. Вот для этого сразу же при заливке плиты мы монтируем такие выпуски, и дальше здесь будет стоять опалубка, зальем сюда бетон, тоже будут колонны. Теперь два слова про вот эти вот вкладыши. Это на самом деле термовкладыш, для того, чтобы холодная часть плиты не давала промерзания в теплую часть плиты. Мы делаем на определенной дистанции такие термовкладыши из 100-миллиметрового экструдированного пенополистирола. Вам он известен как пеноплекс, либо технониколь. Монтируется термовкладыш на определенной дистанции друг от друга, потому что наша монолитная плита, она единая, и часть бетонной смеси должна соединяться, и холодное крыльцо, и теплая часть. Но этот термовкладыш позволяет сократить промерзание в дом. Таким образом мы вот это вот промерзание как бы, ну не то что полностью исключаем, но по крайней мере максимально его сокращаем. В этом месте будет стоять теплая еще наша стена дополнительно, и все будет по проекту. Давайте я расскажу два слова, с какими трудностями можно столкнуться при строительстве монолитной плиты. Плиты основания вашего дома. Это высотные отметки. В данном случае мы пришли на участок, когда на участке плодородный слой, а вместо дороги котлован. Слава богу, у нас есть вот такие вот дренажные колодцы, которые установлены здесь по проекту и у которых есть свои высотные отметки. Мы запросили в коттеджном поселке проект, на котором были нанесены высотные отметки колодца, чистого асфальта, который будет вот на такой высоте относительно сегодняшнего нашего котлована. И относительно этих высот мы выставили высоту нашей фундаментной плиты. Опять, как мы это сделали? Не сами придумали. Мы позвали геодезиста, который с помощью измерительных приборов померил нам колодец и дал все нужные отметки. Мы их нанесли, и в соответствии с ними сегодня будем заливать монолитную плиту. На этом объекте наша задача не только спроектировать и построить загородный дом, но и сохранить экологию этого участка. А самое главное — сохранить вот такие взрослые деревья. Вот эта вот сосна растет здесь, ну, наверное, не менее 100 лет. И
наша задача была сохранить эту сосну, потому что она попадала в пятно застройки. Мы максимально прижимались к забору соседа, оставили до границы 3 метра, 5 метров – это установленная красная линия, граница до края участка со стороны подъезда к нему. И нам просто повезло, так получилось, что эти две сосны попали не в створ монолитной плиты, а вот в такую выемку, в которой будет находиться терраса. Далее мы с внешней стороны закрутим винтовые сваи, сделаем настил террасы, и вот эти две замечательные сосны будут расти прямо из нашей террасы. А сидя за столом в столовой, можно смотреть на природу, которая находится буквально в нескольких метрах от тебя. Также еще вторая сосна у нас на соседней террасе, на другой. Много деревьев, конечно, пришлось здесь убрать, вывести, но вот что удалось сохранить, удалось. Для того, чтобы мы не повредили деревья, когда копаем котлован, заливаем бетон, таскаем арматуру, мы сделали вот такую защиту. Все, наверное, видели на городских объектах, когда ремонтируют какие-то парки, скверы или какие-то аллеи, строители вот так вот защищают стволы деревьев от повреждений. Мы все деревья, которые находятся в зоне досягаемости нашего объекта, вот так защитили. А там, где на нашем участке расположена целая семья деревьев, вот здесь вот несколько сосен растет, две елочки и такая лесная подложка, в этом месте мы построили целый забор. Причем этот забор мы строили несколько раз. Сначала мы сделали его там не таким объемным, как сейчас. Потом приехал наш заказчик, говорит, давай немножко его увеличим. И потом третий раз он попросил его еще раз увеличить. Я не против, я только за. Сохраним основание, вот такую лесную подложку. То есть сохраним вот эту вот природу нетронутой, чтобы туда даже нога нашего строителя не ступала. Толя, нету ни насоса, ни бетона. Мы все здесь, вся команда, мы снимаем, как залить правильно монолитную плиту, но заливать нам ее нечем. Надо как-то этот вопрос решить. 2 hours later. Итак, у нас начинается кульминация нашего процесса строительства монолитной плиты. Мы наблюдаем, как материал обретает форму. Укладка бетонной смеси в опалубку. Что сейчас происходит? Приехал бетононасос, разложился, приехал миксер. Миксер выгружает бетонную смесь в насос. Насос с помощью вот такой длинной гидравлики подает эту бетонную смесь в нашу заранее подготовленную, проверенную, усиленную опалубку. Напишите в комментариях, что все-таки находится у меня в руках. Ребята проходят с вибратором, погружая его в бетонную смесь, тем самым балансируя ее. То есть бетонная смесь состоит из щебня, песка, цемента и воды. Вот это вибрирование позволяет привести эту смесь в правильную консистенцию. Для того, чтобы у нас не было комков, например, щебня где-то, пустот, необходимо выпустить воздух из бетонной смеси. Необходимо, чтобы смесь плотно прилегала к опалубке, чтобы не было так называемых раковин. Вот для этого мы используем такой вибратор. Вот сейчас вы видите, как за моей спиной происходит укладка бетонной смеси в опалубку. То есть мы строим надежный монолитный фундамент для будущего каменного дома. И если вы задумываетесь о строительстве собственного дома или хотите купить загородную недвижимость, пожалуйста, обращайтесь ко мне лично, обращайтесь в мою компанию «Дом по проекту». Мы построим для вас загородный дом, спроектируем его, отчитаемся по всем этапам и даже снимем интересное видео. Ну что, прошло всего 10 дней. Мы опять находимся в коттеджном поселке Forest Village. Я стою на монолитной плите, которую не так давно мы залили бетоном. Сейчас все готово. Мы сняли опалубку, навели порядок, все сложили в кучи, которые вы видите за мной. И эта плита готова для того, чтобы строить на ней большой тяжелый каменный дом. Строить мы будем из кирпича паратерм 380 мм. Зальем монолитное перекрытие, сделаем скатную кровлю. Это будет дом в стиле барнхаус. Он будет облицован термодревесиной, как фасад, так и кровля, между прочим. Друзья, я надеюсь, что то, что вы видели в этой серии, то, что я вам рассказывал про то, как сделать правильно монолитную плиту, какие нужны проектные изыскания, зачем нужны вводы коммуникации в эту плиту,
как правильно уложить бетонную смесь. Я надеюсь, что вам было полезно. Если вам было полезно, поставьте что-нибудь в комментариях. Поставьте мне, пожалуйста, вот такой вот плюсик, пальчик вверх. Подпишитесь на мой канал и обязательно смотрите новые серии, где я буду рассказывать, как возводить стены, лить перекрытие, делать крышу. Будет много полезного контента. С вами был Святослав Громов. Пока.